Давай продолжим. Одна из моих фаворитов вообще, на самом деле. Обожаю эту иголку. Здесь же по твоим меркам работа не особо получается крупная. Когда ты делаешь крупную работу, то ты вначале ее полностью делаешь симметрично, и дальше потом уже все вот эти паутинки гревешь. Мне эту асимметрию надо как-то закамуфлировать вообще. Да, вот, да, и я поэтому понимаю, мы о чем делаем так вообще. Берем какие-то элементы крупные, на которых сразу у нас акцентируется внимание. Тогда объясни, конечно, сейчас ребятам, новичкам, которые, может быть, не понимают, как отличить острое от неострое. То есть, что изменяется, когда вот она тупанула? Здесь вообще может быть 1 или 2 капли, но здесь, не знаю, может быть 10 максимум. Вот, отлично все, ребят, пробуйте. Еще как раз, то есть ты делаешь то, что у трибалистов считается вообще типа просто полный ужас. Это когда снаружи контур чернее, чем внутри, но здесь, как я понимаю, это и задается, собственно говоря, весь стайлак. Сейчас смотрю, у тебя техника очень схожая с Беном Клишевским, то есть называется «Пьяный мастер», да? Ну, я бы не сказал пьяный, блядь. А чем? Я даже не знаю, как работает Бен. В чем это означает? В чем фишечка вообще? Я шучу, то есть со стороны рука выглядит достаточно хаотично двигается, но при этом результат ты знаешь то дым, все дым? Да. То есть очень быстрые движения, хаотичные, но на выходе запланированный результат. То есть со стороны, если отдельно взятое каждое какое-то движение, оно выглядит, ну, как будто случайно. То есть, там, или руки дрожат. Понимаешь, да, что я имею в виду? Эх ты когда? Прям я почувствовал, что нормально зашло. Да? Прям до пятки, мне кажется. Ну ладно, что, сейчас еще полосочки 2 проведем, и все. Залетает вообще нормально. Тут, кстати, в этой зоне кожа, она примерно одинаковая везде на голове или разная? Ну, в среднем, да, чуть-чуть. Отличается в лобной части здесь, конечно, но в лобной части, как врач сказал. Так, смотри, вот эти места, насколько я помню еще, они или вываливаются, или легко очень сильно вдуть, чтобы тут поплыло. Вот как-то тут... Легко вообще, просто вот именно уже рукой, даже не рукой, а тактильно, когда я прикасаюсь, я чувствую, когда игла, скажем, кожу протыкает вообще. На нужную глубину типа, да, сам уже регулируешь вообще в процессе. Ну вот это опыт. Ну как раз, как я понимаю, на индукции это легко чувствуется, на роторе обычно такие вещи сложнее чувствуются. Ну, кстати, вот здесь я тоже на пенни, так как я уже 2-ю неделю, получается, да, начал в Милане работать, и видишь, уже 2-ю неделю я работаю, и, блядь, я доволен. Ну круто, но мы здесь специально задрачивались, там механизм своеобразно работает, так чтобы даже, заметь, чуть-чуть звук изменяется механизма, когда, ну как у индукции, да, когда притопил. Типа, да, нагрузка когда пошла побольше. Потому что все, кто на голове работают, знают, блядь, что вообще это за место. Кожа тут такая, я даже сейчас рукой ощущаю, как он напрягается. Я другу недавно бошку забивал тоже. Да? Кайфанул? Вообще прям кайфанул. Ты магнум фигачил, да? Но я в ЧБМ делал, но там в основном лайнерами. Ой, Ну и магнумом тоже я покрасил. Угу. Ну и как у тебя впечатление моря? Слушай, ну на самом деле нормально, там даже кожу не надо растягивать, No. ну и так пробивается. Типа можно просто вот так работать. Давай попробую. Готов? У тебя хаотичные движения, это в принципе. Я пробую, кстати. Хаотичные. Ну чё? Мне кажется, когда ты придерживаешь голову, не так больно просто. Это знаешь, ну давай еще вот так тогда попробую. Ты руку еще расставь, чтобы как дуэль был. Давай продолжим. Окей. Я прикололся, но только не на твоей голове. Так, а иголку ты сейчас используешь 5HL, то есть это 5-ка стянутая из лонгов, да, экстра лонги. Одна из моих фаворитов вообще, на самом деле. Обожаю эту иголку. Острая, шустрая, блядь, прям как надо. Для моих деталей, для полос, это, так как я, собственно, использую в основном только RL, для того, чтобы вкрашивать и создавать текстуру. Это прям супер оптимальный вариант для меня. Еще 7-ка, но я заметил, что со временем я начал все меньше и меньше спайки использовать вообще в работе. Почему, кстати? Вот именно для того, что работы стали, скажем, детализованные больше. Вот.
Ты же не сможешь сделать там 11 РЛ, такие детали, которые тебе надо сделать семерочкой. Да, согласен. Так, а какие еще здесь будешь использовать? Там дофига Здесь жигла у меня лежит. еще троечка лежит. Я оставлю ее для паутинки, потом, думаю, может, подснимем грейвошем. В конце я накидаю паутинок, так скажем, грязи сделаю. Так как сегодня у нас пацанчик попросил, ну, сегодня мы как бы завершаем все полностью черепуху, докрашиваем шкатулку, вот, окончательно. Так, она, шкатулка уже покрашена, осталось крышечку сейчас сверху подкрасить. А грилоши так все-таки, сколько там капелек, насколько? Люди ж постоянно Ой, я не считаю, я спрашивают. прям на глаз на похуй ебашу. Чисто отлично. так посмотрел, как для себя вообще. Ну, типа как там, Здесь, на кстати, донышко. наверное, вот здесь у меня это черный, это medium, это light. Здесь вообще может быть 1 или 2 капли, но здесь, не знаю, может быть 10 максимум. Вот, отлично все, ребят, пробуйте. Я тоже, кстати, за такую большую разницу. То есть не должно быть там в одной 3 капли, в другой 5, вы вообще разницы Да не это все заметите. хуйня, нахуй, это все, блядь. Конечно. Должна быть прям большая разница между грилошами, тогда будет заметная разница на коже. Плюс надо же еще учитывать, водой я чисто, знаешь, прям супер прозрачный. Особенно, видишь, тут я где-то делал местами, а ее даже особо не заметно. Вот тут вот чуть-чуть видно вообще. Вот. Тут чуть-чуть. Это больше как фоновые элементы какие-то используются. Ну, как раз, да, наш проседает через какое-то время как раз. Да. Поэтому лучше, наверное, чуть-чуть потемнее. Хотя дело такое, добавить-то можно, вот убрать уже не получится. Ну, лазером Ну, почему? вот поэтому лучше, да, более сильное разведение. Хотел такого бы себе грилоша. голову пострелять лазером. Вообще, да. Мечтаю, мне кажется, об этом. Да, кстати, ребят, вот вам покажу как раз технику, как именно непосредственно класть голову. Потому что это тоже еще та заморока, как я понимаю. Чтобы и клиент не устал, и самому было удобно делать. Ну, наверное, да, это самая оптимальная вообще позиция на холдера на данный момент, потому что даже лежа неудобно делать. Смотри, прикол сейчас будет. Слушай, он уже пуганный. Еще, видишь, я обычно, например, некоторые мастера делают как? Они делают полоски, процарапают все, вот, а потом уже начинают фигачить. У меня бывает такая канитель, что я в процессе, например, полностью меняю идею, вот, и поэтому, да, я сделал, посмотрел, нравится, нет, могу стереть и заново опять отрисовать какой-то элемент, потому что все равно, когда ты рисуешь маркером, вот, красным, и когда ты уже делаешь татуировку, у тебя появляются детали, элементы какие-то, получается более конкретное представление в полной композиции, законченной, скажем. Это же все опыт большой, да? Или это прямо так само тебе приходится? Ну, То есть какой тебе, вот сколько ты рисуешь, вот, получается, в течение там, не знаю, недели, там, в часах? в часах, сколько я в часов в неделю рисую? Да. Но иногда вообще нисколько. Вот. Иногда бывает, вот вчера в поезде, например, порисовал, вот и эскиз попланировал, так скажем, на iPad вообще. Попланировал, А да. так я вообще особо не рисую, я только какие-то, знаешь, графику вообще для принтов. Понял, ну Вот. это да, отдельная тема. А смотри, окей, ладно, сколько Вот. ты думаешь на эту тему? Потому что я, например, тоже дизайны своих машинок особо не рисую, но я думаю часами там каждый день Ну на вот, эту тему. об То этом, есть, это как раз уже на самом деле другая история, потому что когда в процессе, например, когда я нарисовал что-то, вот, и на голове, например, или в процессе, когда я желтым сначала рисую скелет, татуировки, собственно, сегодня не засняли, но сначала я рисую форму желтеньким, да, это, так скажем, геометрию, и как я буду видеть расположение своей татуировки в будущем на теле вообще. А потом красным как уже... пятно именно, да? Прям? Да. Динамика сама на теле. Именно, да. Круто. А потом уже красным маркером я уже более финальный элемент рисую, вот, который потом в последующем тоже могу поменять, но не суть. То есть круто, правильно ли я понял, что у тебя, по сути, процесс создания разбит на куски. Первый кусок — это непосредственно динамика расположения на теле и сама, ну, это нельзя Однозначно. назвать композицией, это скорее равновесие, то есть как вот. Ну да, в целом вообще привязываешь к телу, делаешь себе скелет такой, вот, понимаешь, Дальше как оно выглядит. детализация. Да, в дальнейшем, да, именно детализация, уже красным прорабатываешь, как это все
более полноценно будет и законченнее выглядеть. Вот, например, я сейчас випанул, тут видно чуть-чуть текстурку. Вот, я сейчас ее побольше растяну и потом, может быть, черненьким еще поглубже сделаю. Когда уже будет все видно, ну, как бы в целом, как Ну это да, будет да, влиять, да, да? да, То есть да, нужно да. ли этот участок углублять или нет, Да, да? да, 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 да. Прикольно. Вот, какие-то полоски я сразу делаю черными, вот, на которых я знаю, что будет максимально акцентированное внимание вообще. То есть, как правило, это элементы, из которых полностью строится композиция. То есть какие-то конкретные толстые точки, такие, скажем, в работе, или толстые полоски, которые создают симметрию. Потому что работа сама не симметрична, так в данном случае вообще. Вот, но нам надо сделать вид, что с первого взгляда это все выглядит симметрично. Понял, ну, как равновесие, да, было, Да, чтобы да, левая да, и правая да. сторона были уравновешены абсолютно. Да, круто. Ты же знаешь, что очень часто люди приходят делать у меня шеи, там, грудь, да, и большинство людей вообще дико асимметрично. Да. И бывает такая история, когда приходит человек, у него грудная клетка, например, делится, если делить на две части, да, а одна часть на 5 сантиметров, скажем, больше другой. Да, или вперед выпирать назад, или выше, ниже. Вот. то Ну, есть. короче, вот такие нюансы, да, и тебе надо, как мастеру, скажем так, я работаю с симметрией, да, я буквально там до миллиметров маркерами руками высчитываю всю эту симметрию, и надо как-то все это дело спрятать, как вот Аня закрывает шрам, а мне эту асимметрию надо как-то закамуфлировать вообще. Да, Вот, да, я и тебя поэтому понимаю, о мы чем ты. делаем так вообще, берем какие-то элементы крупные, на которых сразу у нас акцентируется внимание. Вот. То есть ты смотришь, чтобы они между собой, по сути, два элемента левый и правый, выглядели между собой вначале симметрично, дальше какие-то еще следующие левый и правый, да? То есть Да, по да, факту да, да, так да, вот. именно так. Отлично. Да, это крутая тема, потому что раньше, когда я еще помню, что-то там делал, то есть в традиционале, но это гребаный ад был, то есть как раз Ну, когда ты элементарно переводишь, и даже- там несимметрично, ты Вот, такой, вот, оп-оп-оп, вот, это- там начинаются перерисовки. Сколько раз, да, такое было вообще, когда ты начинаешь, да, трансфер, наклейку там приклеиваешь, это наклейка, а когда ты работаешь фрихендом с телом, это совсем другая история вообще. Это именно работа с телом. Ты уже локально смотришь, как. Везет реалистам, да, им пофигу на симметрию. Ты что, захихикал, ты реалист, что ли? Как сегодня я услышал это. Все эти, говорит, пен держали, которые. Короче, то есть тебе периодически нужно будет смотреть на работу, то есть в целом, как она издалека выглядит, да? Да, чтобы- конечно, однозначно. То, что я не вот, типа, ну, ты наблюдаешь, да, ты же не просто так спросил, что я в одном месте татуирую, и ты пошел дальше, пошел. Всегда сразу смотришь, сохраняется ли симметрия, что-то, может быть, добавить. Вот я сейчас полоску просто нарисовал, ее не было, да, потому что понял, ее здесь не хватает. Круто. По сути, я раньше, когда традиционал в основном делал, там, в Японии, я пропагандировал такой подход, что 50 на 50 времени, то есть 50% времени вы инженер-архитектор, то есть вы заранее делаете всю работу перед тем, как придет клиент, а дальше вы просто уже тупо как бы красите. Да, то есть как да, уже да, строитель. да. А у тебя она получается одновременно. То есть до Ты, этого кстати, не делаешь очень, особо. очень грамотно заметил. У меня как-то была такая история. Я делал татуировку. Обычно же я фрихендом работаю. Вот, но у меня была маленькая работа, и был старый эскиз. Какая-то маленькая. Я решил даже сделать трансфер, просто приколоться. И делал я на ребрах, короче. Потратил я на эту татуировку 3 часа времени. Я просто сделал трансфер. Это нонсенс для меня. Это было реально, прям, может быть, в декабре прошлого года, то есть совсем недавно. И я понял, что когда я работаю фрихендом, когда я в процессе создаю работу, сам, скажем, помимо эскиза еще что-то, я трачу намного больше энергии, нежели я, потому что тогда потратил энергии 0. Да, Просто вообще, вот как ты говоришь. Да, я тебя понимаю. То есть все внимание на ощущения в руках и как тебе поудобнее свое тело разместить в пространстве и все. Все очень быстро выходит, согласен. Так что тут написано? Код? Слон он просил, Слон. да, после поездки в Индию. Выписал код. Коренной обитатель тюрьмы, да? Понимаю. Вот здесь, да. Огонь.
Здесь же по твоим меркам работа не особо получается крупная. Когда ты делаешь крупную работу, то ты вначале ее полностью делаешь симметрично, и дальше потом уже все вот эти паутинки, гревешь и так далее. Но вообще это да, в конце, потому что сначала основную тему я закрашиваю основную часть черным, вот, где-то что-то там наливаю грейвошей, а потом уже, да, чтобы... Потому что раньше у меня был такой любитель добавить, и получалось в итоге мясо. Сейчас стараюсь более аккуратно подходить к делу. То есть вначале скелет, дальше на него уже постепенно Ну да. симметрично, Потом приклеиваешь что-то. Слушай, а клиент-то не умирает, если потому что большая работа где-нибудь на груди, ты, например, 4 часа назад там на правой части что-то сделал. Нет, потом я туда вернулся, как он там правило бежать нет, начнет. но могу разве что ради какой-то супер маленького элемента вернуться туда. На сосочке. Ну, Точка. сосочка, да. Ой, забыл сосок закрасить. Через 7 часов сеанса. Или как я у Титаника видел, когда он там людям пупок краску заливал, и магнум просто, что может быть хуже этого вообще? Только мой пупок, который цветом закрашен. У тебя цветом закрашен пупок? Блять. Ты, короче, Ниже прошел, всё закрашено. ты прошел, короче, да, через это? Да. У меня еще ниже все закрашено. Причем мне Макс Корс за 4 часа сделал полностью весь пах вот так вот. Охуеть. Отсюда до туда, блин. Там по площади, как 2 блока, наверное, сигареты. Я же старый гвардии, слушай. Это сейчас модно, знаешь, когда в ответ на сколько стоит пачка сигарет, они такие, я не продаю Бля, сигареты. отвечаю сейчас, если у меня кто-то будет спрашивать цену за коробок или за пачку, скидку сделаю, блядь. Это рабочая тема, блядь. Будем опять ее двигать. Ну, конечно, татуировщики сами выжгли эту тему, такие выебывались. Да, а сейчас там А сейчас я понимаю, что жалуются тем... на клиентов, что те не могут им объяснить, какой размер нужен. Ну, что пачка сигарет, Да. всё, блин. Она всегда стандартная во всех странах, блядь. Ну, кстати, используют иногда. Я помню, что мне говорили с iPhone, типа, понял, татуха с iPhone нужна. Ну, там, Лет извините, 5 не знаю, назад. Какая версия? А, ну, 5 лет это, да, как пачка сигарет была. Ну, это же мем еще было, ходили, типа, а какой iPhone? Ну, короче, то, что я вижу, это реальное творчество, это, по сути, создание холста с нуля. Ну, без особого, вот это, без такой прям, как без полного трансфера, без полной домашней работы там и так далее. Но, видимо, ты же все в основном в сложные места валишь, те, на которые даже трансфер там хрен кто и переведет. Я вот думал даже, сколько нужно потратить времени и какие нужно иметь мозги и знания геометрии, чтобы сделать трансфер, чтобы он полностью у тебя закрывал шею и грудь и плечи. Это полный пипец, я просто знаю, я общался как раз с ребятами-орнаменталистами, кто так умеет делать, они даже скрывают, как они там какие-то фишечки, совмещения, на какой именно бумажке рисовать, чтобы она и была и в меру мягкой, и там где-то тянулась, где-то не тянулась, как там подрезать, там это реально секретная технология, то есть вот среди орнаменталистов. Уж как колоть, там, в принципе, каждый умеет. Поставьте лайк, если их будет дохера, то я поймаю вам орнаменталиста, самого известного в России, и заставлю его рассказать это. Следующий видос, ставка, где я просто по улице, там, например, бежит Иван Хак, и Влад за ним, короче, эй, ты, иди сюда, и он просто... Я не расскажу свои секреты. Да-да-да, я не расскажу свой секрет. Вот мы эту тему тоже обсуждали, в том числе с Ваней Хаком. Он готов делиться этой темой, потому что на самом деле мы все уважаем тех, кто готов взять полезную информацию. Большинство мастеров, они даже не готовы не то что брать, они не хотят даже не развиваться, ничего. Кучу всего. Можно, как я тут смотрел недавно интервью одно, и там человек говорил, что его больше не в школе научили татуировать, а он на YouTube сам больше научился татуировать. Но мне кажется, сейчас очень много хорошего контента правильного есть. Да, конечно. В любой теме причем. По маркетингу, В любой, да, именно что в любой теме. татуирование. Вначале ты, по сути, себе делаешь наметочку, да, слабую, и дальше уже... Ну да, чуть-чуть царапнул, потому что я, видишь, здесь тряпочку еще держу, чтобы не стереть. Кстати, насчет угла. Сейчас я вижу достаточно близко к 90 градусов угол, но здесь кожа-то шикарно натянута, а на других участках ты как работаешь вообще? Заваливаешь, нет, при контурении? Вот. Ну, бывает, да, иногда.
И по вылету, вылет. Ну, тут, в принципе, ребятам все видно, какой должен быть вылет. Мне кажется, здесь миллиметр 4-5. Вот. Хотя я люблю, чтобы побольше, но на этой машинке мне не позволяет почему-то вылет больше ставить максимум. Иначе кожа будет цеплять. Ну, ты видишь, роторных там тачек свои немножко ограничения есть. По индукции там все шикарно. Конечно, то, что я сейчас вижу, это у тебя, по сути, своя техника под свой стиль. И классически тут спрашивать, как, не знаю, ведешь полоску, или там, соединяешь друг с другом, это просто все без Нахуй толку. не надо, да? Да, потому что просто сделал под себя. Это очень крутая тема. Видишь, я не вижу, как кто делает, типа, как другие работают, и поэтому мне кажется, что я, типа, обычно работаю. Так, в смысле не видишь, ты же... Ну, блядь, в смысле, общаюсь не с смотришь мастерами, ну, специально, типа... Да, закрываю глаза, блядь. Не, ну, в плане, блядь, вот нюансы, как ты говоришь, ты видишь, что какие-то, типа, особенные техники или что там, блядь, что я там хитро выебанного такого делаю тут? Ну, углы, вылеты, движения туда-сюда, там иглы. По сути, это... Вся техника — это совокупность всего нескольких вещей. Ну, я жду, пока ты иглу будешь менять, потому что тут уже, по-моему, все уже придумали, все, что можно было, все обсудили. Ну, я еще, блядь, это еще долго. Я уже, кстати, поменял, на самом деле, смотря. Видишь? О, пансон. А зачем? А потому что я в колпачок воткнул случайно, и сразу она у меня чуть-чуть подтупилась. Ты это почувствовал именно, что Сразу, поступилось, или? конечно, моментально. Все чувствуется. Ну, Да? Я конечно. в свое время проводил исследования, прям брал шот-тейпер, то есть когда еще сам паял иголки, да, прям вдалбливал их в колпачок и смотрел, но они не тупились. Но Нет. тогда мы использовали именно брендированные, то есть там какие-то английские иглы, ну это вообще как волосатые года были. Сейчас Ну, вот я от многих мастеров слышал, если колпачок влупил, то, соответственно, уже, видимо, лонг-тейпер сбивается кончик, да? Блядь, Вот, что ли, ребят, как кстати, видите, вот это мега полезный Ваш, контент. ваш пиздеж, конечно. Потому что если более тупой продолжать, то, как я понимаю, просто тупо и заживет хуже, да? Ну, конечно, ты просто разъебываешь кожу. Зерно Ты будет туда не вбиваешь пигмент, а просто хуяришь кожу, а пигмент у тебя не вбивается. Вот тогда объясни, конечно, сейчас ребятам, новичкам, которые, может быть, не понимают, как отличить острое от неострое. То есть, что изменяется, когда вот она тупанулась? Тупанулась? Да. Это как, знаешь, когда... почему я, блядь, долблю кожу, а пигмент там не остается. Понял. Вот. Ты это, иглы не чешешь случайно? Когда они салфетками забиваются Вот, или кожей? вот, блядь, это пиздец мне. Меняешь просто? Да. Ну тут буржуй. А что делать всяким этим мастерам? Я видел, как настолько реалисты раскручены? хуярят вот так вот просто по иглам, по этим, блядь, иглой прям по салфеткам Ну, чистят там там, они блядь. специально тупят. У них там техника есть такая. Чтобы потом все загнило нахуй, да, и хуёво зажило. Слишком лонг-тейперы, надо их чуть-чуть пришотить. Смотрите, вот это сейчас выполняется профессионалом. Не вздумайте так делать без дофига до этого тренировок. Потому что чувствую, чувак такой послушает, так, Грома говорит, нихуя не рисует, блядь, да, говорит, трансфер не нужен, подготовка, дай-ка я фрикэндом кому-нибудь башку лупану, короче. Так и и вот так надо. же начнет, как сейчас. Да, Джик-джик-джик, правильно, и хуярьте посмотрел с голову, умным блядь. видом, как художник. В любом случае, перед этим уже было, да, много тренировки. Сумка и так далее. Или нет все-таки? Ну, какое-то понимание было, конечно. Я думаю, тут больше, наверное, понимание того, что ты делаешь, нежели там, блядь, тренировки. Понимание это всегда собственно Я тату-спортсмен, я много тренируюсь. То есть, в принципе, правильно я понял, что ты, по сути, если это, ну, на сленге, то ты контура строишь. То есть это не однопроходный, ну, паутинки не еще, да? Ну, на концах они бывают однопроходные, а так нет, это, конечно, такой себе. Но они на концах у тебя скорее как в ноль выходят. То есть это не как же там в орнаменте такая просто четкая, жирная, которая на конце Не-не-не, такая да. же четкая, жирная, как и в начале. Еще как раз, то есть ты делаешь то, что у трибалистов считается вообще типа просто полный ужас. Это когда снаружи контур чернее, чем внутри. Но здесь, как я понимаю, это и задается, собственно говоря, весь стайлак. Потому что если бы они были бы просто сплошняком залиты, они были бы, ну, более плоские. Ну, поэтому я как бы использую, считаю, эту иглу для того, чтобы она, блядь, вставляла текстуру. Ты видишь, что где-то я випами прохожу, оставляю не прокрас какой-то, там еще что-то, где-то точку. Ну, типа, это все добавляет. Да, да. Интересно, сегодня она поживее выглядит, картинка. Я уже понял, там тут стопудово напишут, что то, что Бена там написали в комментариях, да, что какую-то
невнятное говно, которое Не, развалилось через полгода или развалится. Не, пишите, я жду, блядь. Я, как говорится, всегда за адекватную эту критику, блядь. Если вы И мне, хейтер- короче, не хватает хейтеров, но поэтому, Да, блядь, да. жду. Стасу нужны У меня хейтеры. был один тут, он пропал быстро. Фигня какая-то, согласен. Без хейтера вообще живется плохо. Блин. Да. Ничто так не мотивирует, как с утра прочитать хейт. Если ты хейтер, я тебя жду. Смотри, Стас, ты вот здесь вот с правой стороны у тебя штрихи идут, получается, слева вниз, направо наверх, да? Это вот эта часть. А левую часть ты как будешь делать? Точно так же, такое же направление будет, как тебе руке удобнее, или оно будет симметричное? Ну, скорее всего, возможно, зеркально да, будет полностью. То есть ты не уверен до конца? Или с чем Я буду смотреть просто по месту. Просто чуваку уже тяжеловато, блядь, тут уже не до шуточек. А сейчас ты делаешь то же самое направление, да, что и справа и слева? Ну вот, смотри, я отсюда делаю вот так направление, здесь я делаю вот так. То есть, по сути, у тебя заранее все рассчитано. То есть не просто как... Ну, если выглядит это просто, то да. План действий есть, так скажем.